Вы знаете, очень многие женщины хотели бы пойти со своим мужем в семейную терапию. Семейная терапия – это когда муж и жена вместе, или там мужчина, женщина, если они встречаются, приходят вдвоем вместе к психологу, он получается как бы третьим приглашенным экспертом в отношения. И на этих сессиях втроем обсуждают семейные проблемы, учатся каким-то новым способам там, коммуникации, общения, ну, в общем, разбираются в том, что происходит, и улучшают отношения. Многие женщины хотели бы так со своим мужем пойти, но он, муж, не хочет. И, собственно, такие вот сообщения, как на днях у меня пришло, я получаю достаточно часто, да, о том, как же уговорить мужчину туда пойти. Поделюсь коротко своими идеями на этот счет в этом видео. Ко мне приходят женщины иногда с мужьями. Редко, но я провожу семейную терапию, сейчас уже реже. Больше сейчас я работаю все-таки индивидуально. Обычно, когда приходят, знаете, это семьи, которые прям уже рушатся. И это грустно, потому что если бы эти же самые там, мужчины и женщины пришли пораньше, когда все было не так запущено, то нужно было бы меньше усилий, чтобы это восстанавливать и сохранять. Но не приходят именно потому, что не понимают, что решать проблемы нужно, когда они только начинаются. Или жена, в принципе, хотела бы, а муж нет. Почему именно муж обычно не хочет, чаще всего? Потому что мужчинам сложнее говорить о проблемах и сложнее говорить о своих чувствах. Все-таки нас, девочек, так воспитывают, что чаще, да, девочкам позволительно говорить о чувствах, позволительно показывать свои чувства. Конечно, есть там разные нюансы в семьях, но так вот, если глобально, то мужчинам больше обычно запрещают, с детства накладывают запрет на то, чтобы распускать нюни, да, как это говорится. И второй момент, что в обществе опять-таки есть стереотип, что мужчина обязательно должен быть сильным. И если мужчина приходит к семейному терапевту и открыто говорит о том, что у него в семье есть какие-то проблемы, то тогда получается в глазах терапевта, как кажется мужчине, он будет выглядеть слабым. То есть вот эти вот стереотипы относительно мужчин из общества, они, собственно, не дают этим нашим бедным, любимым мужчинам, да, так легко захотеть семейную терапию, как относительно легко туда захотеть женщину. Что же может сделать женщина со своей стороны, чтобы как-то посопутствовать, как-то смотивировать мужа, мужчину, пойти к семейному терапевту? Дашенька, раз ты у меня сегодня участник моего видео, давай такой этот вопросик тебе, да, устами ребенка гласит истина. Представь, что ты взрослая женщина, и у тебя есть муж. Можешь такое представить? Ну да. И представь, что ты хочешь к психологу с мужем пойти, а он не хочет туда. Угу. Как бы ты его мотивировала туда пойти? Ну, я бы Интересно. сказала, наверное, то, что это ему поможет, и ему там станет лучше с его там проблемой какой-то, которая у него сейчас есть. О, как здорово. Спасибо, Дашенька. Так устроены люди мы все, что если нам кто-то говорит без нашего запроса, у тебя проблемы, мы всегда становимся бессознательно в оборонительную позицию, начинаем защищаться. Что, у меня проблема? У меня нет проблем. Да? Есть такое у нас. И поэтому, если мужу сказать просто «пойдем, у тебя проблемы», он, естественно, начнет отрицать и не пойдет. Хотя проблема в отношениях всегда есть с двух сторон. Если сказать «пойдем, у нас проблемы», чаще всего тоже не хотят, потому что нас, они из себя что-то тоже приписывают. Я – это часть нашего «мы», да? Я бы рекомендовала здесь женщинам переместить фокус внимания мужчины как бы с него и с отношений на что-то другое, что имеет отношение к отношениям, но не прямое. И показать, как это может улучшить. Один из вариантов, что я могу нафантазировать и что срабатывало в ряде случаев положительно, это если у пары уже есть дети, сказать: давай пройдем семейную терапию, чтобы стать более лучшими родителями. Ну, потому что сегодня уже никого не удивишь этой новостью, да, этой информацией, что дети – это отражение полностью родителей и отражение именно их отношений.
от того, какие отношения в семье, безусловно, зависит, как чувствуют себя дети, как они развиваются, какое у них воспитание, состояние. Это напрямую влияет. Правда? Если у папы с мамой хорошие отношения, детки же счастливы, Да. это очень важно, да. И тогда можно мотивировать мужа, и это будет абсолютной правдой. То есть это такая очень честная мотивация. Мотивация – это то же самое, что манипуляция, только в положительном ключе. Но это получается такая честная манипуляция. Давай пройдем, чтобы стать лучшими родителями для наших детей. Потому что если есть какие-то трудности, их можно подсветить, сказать, ну вот видишь, у нас здесь трудность, вот здесь мне лично трудно, вот здесь трудно. И это может сказываться на наших детях. Давай ради них попробуем пройти со специалистом. То есть вот это может быть один из вариантов. Или что еще может быть таким третьим, имеющим непосредственное отношение? Например, если муж и жена вместе ведут бизнес, и их отношения, то есть в каком они настроении, как они ругаются, сказывается на том, насколько эффективно они в этом общем бизнесе. Тогда можно ссылаться на то, что вот давай пройдем. Если у нас будут отношения еще получше, то мы и в бизнесе будем сильнее. То есть идеальный вариант найти что-то, что напрямую связано с отношениями, но как бы что-то рядом. И переместить фокус внимания. И вот с мужчинами это может срабатывать. Ваша задача теперь найти, что это может быть. Подумайте, если есть какие-то идеи, пишите в комментариях, поделитесь, задавайте вопросы, если они есть. Я всегда читаю комментарии и стараюсь отвечать на все вопросы. Поставьте лайк, пожалуйста, если досмотрели до конца. Подписывайтесь на канал, это канал про отношения. Мы с Дашенькой наслаждаемся закатом красивым в Черногории, дышим свежим воздухом и говорим всем пока-пока, до встречи. Пока, всем пока. Пока-пока.